Гродно – город знаменитый не только своей архитектурой и историей. Помимо всего прочего, историю города делают люди, обычные и не совсем обычные гродненцы. В этом видео я сделала подборку 5 знаменитых жителей нашего города, которые когда-либо родились, либо какое-то время жили в нем. Безусловно, оставив в городе свой след, а возможно, это город повлиял на будущую судьбу этих людей, как знать. На пешеходном отрезке улицы Ожешка на здании, где ресторан «Королевская охота», висит скромная мемориальная табличка, информирующая о том, что с 1902 по 1903 год в нашем городе жил и работал губернатором Петр Аркадьевич Столыпин. В 1902 году, когда его назначили гродненским губернатором, всего 9 месяцев довелось ему прослужить в Гродно. Но энергичная деятельность самого молодого губернатора России, напомню, ему на тот момент было 40 лет, не осталась незамеченной, и вслед за Западным краем царское правительство поручает Столыпину более ответственный участок – Саратовскую губернию. В Гродно Столыпин прибыл из Ковна, так тогда назывался Каунас, где он на протяжении 12 лет занимал пост уездного предводителя дворянства и мирового судьи. Новое назначение стало для Столыпина неожиданным событием. Приказ немедленно отбыть в Петербург он получает в отпуске в немецком Бад-Эльстере, где отдыхает с женой и 4 дочерьми. Причина стала известна только в столице. Петра Столыпина, как усердного и успешного руководителя уезда и крупного помещика, с 30 мая 1902 года назначили главой Гродненской губернии. В Гродно губернаторской семье с прислугой отвели часть дворца Тизенгауза, гродненского старосты времен Великого княжества Литовского, в самом центре города. Дворец Тизенгауза стоял вот здесь, на месте Вечного огня. Впоследствии, во время Первой мировой войны, кайзеровские войска разрушили дворец. Большинство населения Гродненской губернии в то время представляли крестьяне-белорусы. Класс буржуазии представляли польские помещики и капиталисты еврейского происхождения. В Гродно на рубеже 19-20 веков, согласно переписи, проживало около 80% евреев. Дворянство же было польским и русским. По инициативе Столыпина в Гродно были открыты еврейское двуклассное народное училище, ремесленное училище, а также женское приходское училище. Освоившись в должности губернатора, Столыпин начал проводить реформы, которые включали расселение крестьян на хутора, развитие кооперации и сельскохозяйственное образование крестьян. Он знаменит в истории в том числе земельной реформой, главным содержанием которой было введение частной крестьянской земельной собственности. В Гродно он начинал вести разговоры о ней, но только в 1905-1906 годах Столыпин провел целый ряд законопроектов, которые вошли в историю как Столыпинская аграрная реформа. Помимо реформаторских преобразований есть сведения, что Свято-Покровский кафедральный собор появился в Гродно не без участия Петра Столыпина. Он уже служил тогда в Петербурге, но, по воспоминаниям гродненских старожилов, покровительствовал им в желании построить храм в честь героев русско-японской войны, в то время как раз городские власти не одобряли выбранное под церковь место в центре города. Не без влияния Столыпина купола ее вознеслись над городом, и до сих пор Покровский собор остается архитектурным украшением пересекающихся в этом месте улиц Ожешка и Ленина. Всего на Столыпина было совершено 11 покушений, и последнее случилось в 1911 году в Киеве, где, согласно завещанию, и погребен Петр Столыпин. Он просил похоронить его там, где его убьют. А памятник в Гродно сохранился лишь на старой фотографии. Это бюст на колонне перед зданием театра кукол. Согласно летописи Софийского собора в городе Гродно, кратко сообщается об открытии памятника бюста Петру Столыпину. Заметка гласит: 15 июня 1914 года в воскресенье в Софийском соборе торжественно совершена архиепископом Михаилом божественная литургия и крестный ход в Свято-Александровской церкви, у которой совершена панихида по бывшему председателю Совета министров Петру Аркадьевичу Столыпину. Памятник-бюст стоит на фоне театра и дома Вериона. Конечно, сейчас он не сохранился, и доподлинно даже неизвестно, где он. И только несколько лет назад на былом дворце вице-губернатора установили мемориальную табличку в память об именитом губернаторе Петре Столыпине.
Ольга Корбут. Чудо с косичками, так называла ее пресса тех лет. Советская гимнастка, четырехкратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта Советского Союза. Ольга Корбут родилась 16 мая 1955 года в городе Гродно. В обычной семье. Мама была поваром, а отец инженером на фабрике. В семье было 4 дочерей. Ольга младшая. В своей книге «На цыпочках по лезвию бритвы» Ольга вспоминала: «Вижу неказистый двухэтажный кирпичный домик на площади Ленина в Гродно, нашу комнатушку в 20 квадратных метров безо всяких удобств, где тесно и счастливо жилось нам 6: папе, маме и 4 сестрам: Ире, Зине, Люде и мне. Я была самой младшей и, как водится в больших семьях, самой любимой. Где это наша наилепшая?» – бывало говорил отец, приходя с работы. На старых фотографиях в Гродно есть только один дом с похожим местоположением и описанием. Вот этот. Он был снесен в 1978 году, когда речку Городничанку заключили в подземный коллектор, а площадь Ленина заровняли. И тогда семье выделили квартиру в элитном доме на Парижской коммуны 9, в котором и обосновалась семья Ольги. Гимнастикой она стала заниматься только со 2 класса школы, что поздно по меркам художественной гимнастики, но, видно, данные были прекрасные. Первый большой успех пришел в 1970-м. Она стала чемпионкой Советского Союза в опорном прыжке и вошла в сборную СССР. Когда Корбут исполнилось 10 лет, она отправилась в спортивную школу, где встретилась с олимпийской чемпионкой Еленой Волчецкой, которая решила поработать с малышкой, и уже через год будущая звезда попала в группу заслуженного тренера Советского Союза Ринальда Кныша. Этот человек сразу разглядел в маленькой гимнастке талант, хватку к новым элементам и волевой нрав. На одном из домов по улице Кирова многие гродненцы могли видеть табличку, информирующую, что заслуженный тренер проживал именно в этом доме. Выступление Ольги Корбут в Мюнхене вызвало гимнастический бум в Соединенных Штатах Америки, и ее вместе с Юрием Гагариным называли самыми популярными советскими людьми. В 1973-м советскую команду пригласили в турне по Америке с посещением Белого дома. На приеме в Белом доме президент США Ричард Никсон, обращаясь к спортсменке, сказал: «Вы такая маленькая». Считается, что Ольга Корбут первой исполнила уникальный элемент – петлю Корбут. Исполнение петли Корбут сальто назад с верхней перекладины брусьев сейчас запрещено из-за большого риска, а Ольга Корбут продемонстрировала успехи советского спорта, советского государства и стала брендом для Гродненской области в целом. О ней снимались фильмы, ее фотографии публиковались в фотоальбомах и книгах о городе Гродно, и в Гродно поклонники носили Ольгу Корбут в буквальном смысле на руках. В Гродненском музее «Арсенал» на улице Карла Маркса есть доска Олимпийской славы, где Ольга Корбут, среди прочих, занимает свое почетное место. Она была удостоена звания «Почетный гражданин города Гродно» в 2010 году. Слышали ли вы о таком языке эсперанто? Людвиг Заменгоф, создатель этого искусственного языка, некоторое время тоже жил в Гродно. На улице Кирова, в доме под номером 5. Здесь в 1893 по 1997 проживал врач-окулист и создатель языка эсперанто Людвиг Заменгоф. Именно им был придуман язык, на котором во всем мире разговаривает более 2 миллионов человек. Выбор Гродно в качестве места временного проживания не был случайным. Лазарь Маркович Заменгоф родился в районном городе Белостоке Гродненской губернии в семье учителя, и вместе с родителями и самостоятельно он неоднократно посещал город Гродно. С детства его внимание привлекало многонациональное население этого города, где жили поляки, евреи, белорусы, русские, литовцы, немцы. Из-за языковой путаницы и недопонимания общение становилось затруднительным, и конфликты были неизбежны. Поэтому неудивительно, что он заинтересовался сбором новообразованных слов, сам начал их создавать и использовать в общении со сверстниками. Идея создания искусственного языка пришла Людвигу еще в школьном возрасте. Уже будучи выпускником гимназии, в 1878 году он смог представить грамматику и словарь этого общепринятого языка суду однокурсников. А в 1885 уже почти закончил работу над грамматикой и правилами нового языка, и только в 1887 учебник эсперанто был опубликован,
а в 1988 уже переведен и издан на немецком, французском, польском и английском языках. Эсперанто получил международное признание. В 1893 Людвиг Заменгоф в поисках более благоприятных условий для медицинской практики решил переехать в город Гродно, но на этот раз со своей семьей. Получив разрешение местных властей на частную медицинскую практику, Заменгоф открыл приемную в арендованной квартире на улице Полиции, ныне это улица Кирова. Из анкеты, заполненной семьей во время переписи 1897 года, видно, что они занимали квартиру номер 4. Где именно находится эта квартира, сейчас не представляется возможным узнать. В 1991 году на улице Кирова в доме номер 5, где когда-то жил лингвист со своей семьей, была установлена памятная табличка. В Венгрии, в Будапештском университете, например, этот язык студенты изучают на государственном уровне, потому что за изучение дополнительного иностранного языка студентам положен грант и дополнительная стипендия, а эсперанто – весьма легкий язык для изучения, его реально выучить за 3 месяца. И по всему миру существует движение любителей эсперанто, есть различные клубы и школы, и в соседней Литве, например, есть клуб с количеством более 2500 человек, и все эти люди общаются между собой исключительно на эсперанто, языке, который придумал человек, живший в нашем городе. Именно Людвиг Заменгоф перевел на эсперанто повесть «Марта», написанную другой нашей знаменитой гродненкой Элизой Ожешко. И, как вы уже догадались, следующая личность мирового масштаба, которая жила в Гродно, это Элиза Ожешко. Я иногда делаю прогулки с туристами по городу, и, к сожалению, довольно часто на вопрос, кто же такая Элиза Ожешко, не все могут ответить. Так что думаю, что ее обязательно надо включить в этот список выдающихся гродненцев. Для кого-то это будут очевидные вещи, а для кого-то я, возможно, открою что-то новое. Элиза Ожешко – польскоязычная писательница и общественный деятель. Родилась 6 июня 1841 года в деревне Мильковщина, близ Гродно. Урожденная Эльжбета Павловская, младшая дочь богатого помещика и адвоката Бенедикта Павловского. В 17 лет она была выдана замуж за помещика Петра Ожешко и жила в его поместье Людвиново. В 1869 году обосновалась в Гродно. Ожешко продала имение в Мильковщине и жила на доходы от литературной деятельности. А в 1905 году выдвигалась на Нобелевскую премию по литературе вместе со Львом Толстым, но ее получил Генрих Сенкевич. Помимо литературной деятельности, всенародную любовь гродненцев она завоевала после печально знаменитого пожара 1885 года в Гродно. Тогда сгорела большая часть домов в городе, до 70%, и Элиза Ожешко возглавила комитет помощи погорельцам. Она занималась не только сбором средств, но и размещением семей, писала обращения в петербургские издания, и несмотря на то, что был уничтожен пожаром и дом, где жила Элиза Ожешко по улице Сенной, и она потеряла практически все свое имущество. Из большой библиотеки сохранилось только несколько сот книг, сгорели даже 2 рукописи, завершенная накануне новелла «Германия» и написанная наполовину повесть «Арделеон». Несмотря на то, что почти потеряла все сама, Ожешко думала и беспокоилась не за себя, а занималась обеспечением погорельцев, тем, кому еще хуже. В первые дни она стала одной из руководительниц комитета помощи погорельцам, и с раннего утра до поздней ночи писательница вместе с другими членами комитета обходила семьи пострадавших, записывала их жалобы и насущные потребности, а затем развозили белье, одежду, чай, лекарства. Фонд благотворительной помощи под ее руководством собрал около 190 тысяч рублей, 30 тысяч пожертвовала царская семья, и средств хватило на то, чтобы за 10 лет практически полностью отстроить город заново. В музее, который расположен в Пожарной каланче, есть отдельный зал, посвященный Элизе Ожешко и ее деятельности в то время. В 1910 году после тяжелой болезни сердца умерла Элиза Ожешко, и на похороны пришел буквально весь город, и похоронена она в Гродно на старом католическом фарном кладбище. Следующий всемирно известный и знаменитый человек, который родился в нашем городе, это Леон Бакст.
Русский и французский живописец, график и стенограф еврейского происхождения, один из наиболее известных петербургских художников Серебряного века. Такую информацию можно прочитать о биографии этого знаменитого художника, но родился он именно в Гродно в 1866 году. Лейб Хаим Израилевич Розенберг, так его тогда звали. Он родился в еврейской семье и прожил в нашем городе до 3 лет. Родители Бакста переехали в Петербург из Гродно не позднее 1869 года. Способности к живописи появились у Льва рано, первый успех случился в старших классах. В 1883 году, к 100-летней годовщине рождения Василия Жуковского, был объявлен конкурс на лучший портрет знаменитого поэта. Лев победил в нем, мастерски скопировав гравюру. В том же году он прервал обучение в гимназии и поступил вольным слушателем в Академию художеств. На своей первой выставке в 1889 году Лев взял псевдоним Бакст. По одной из версий, Бакстер – девичья фамилия матери. Итак, Лев Розенберг становится Львом Бакстом. В 1906-1910 годах он руководил художественной школой и студией в Санкт-Петербурге, где среди его учеников был Марк Шагал. А позже, в 1910 году, когда Бакст жил в Париже и работал над театральными декорациями знаменитого русского балета Дягилева, там его называют на французский манер – Леон Бакст. В 1924, незадолго до смерти, Лев Самойлович был удостоен высшей награды Франции – ордена Почетного легиона. Его работы находятся в частных коллекциях по всему миру, а также в музеях Лувра, Эрмитажа. Имя Бакста в Гродно незаслуженно забыто. Сейчас в городе есть одноименный ресторан, но нет улицы Льва Бакста или мемориальной таблички. Если в Гродно появится музей, то жители и гости города смогут познакомиться с историей его жизни и творчеством известного во всем мире художника. Вот такую подборку знаменитых гродненцев мне захотелось сделать для вас. Безусловно, это лишь малая часть знаменитых гродненцев, и уверена, многие продолжат этот список в комментариях. Напишите, о ком бы вам хотелось узнать из наших знаменитых земляков. А я, как всегда, всех обнимаю, всем пока.